Друзья, намасте! Я приветствую вас на канале Йога Дома. Сегодня мы открываем серию занятий йогой для начинающих, которая будет состоять из 3 30-минутных уроков. На этих занятиях я подробно объясню, как строится асана, как мы в нее входим, как мы ее удерживаем, как мы в ней дышим и как мы из нее выходим. Объясню смысловую нагрузку асаны. Эти уроки отлично подойдут для тех, кто никогда не занимался йогой или пытался заниматься, но ничего не понял. Я постараюсь вам все объяснить. И на первом занятии мы разберем в основном асану стоя, проработаем очень хорошо мышцы спины, мышцы груди, тазобедренные суставы. На втором занятии возьмем немного силовых асан и такие переходные положения, которые называются виньясы. Может быть, слышали, есть такой стиль в йоге виньяса флоу. И вот на третьем занятии мы постараемся сделать такую потоковую практику. Итак, мы начинаем урок номер 1. Покажу на себе. Реберная дуга, вот она, расслабиться в каждом суставе. Это половинчатая поза кобры. Вы не уходите весом в пятки. А мы договаривались о том, что мы будем заниматься с пользой. Поэтому приглушите лишние мысли, отпустите их сейчас. Йога дома. Поскольку это практика для начинающих, нам понадобится некоторое количество вспомогательных предметов. В йоге они называются пропсы. У меня есть кирпичи, есть ремень, но вы можете использовать плед сложенный, и вместо ремня вы можете использовать, вместо йоговского ремня можете использовать обычный ремень от халата. И кирпичики. Мы принимаем удобное положение сидя, вы используете плед или используете жесткую подушку, да? Подкладываете это себе под таз, усаживаетесь тазом, перекрещиваете ноги. Это сукхасана, удобная поза. При крупных ягодичных мышцах их можно слегка отодвинуть назад, чтобы плотнее, так скажем, заземлиться седалищными костями и сделать положение наиболее удобным. И очень важный момент. Часто бывает, что люди, принимая вот такое положение, наклоняют таз вперед, создавая напряжение в области поясницы. Делать этого не нужно, и я буду объяснять почему. Потому что мы с вами работаем всегда во всех асанах практически. Я говорю о том, что поясница должна быть нейтральной и живот должен быть в тонусе. Поэтому, опрокинув таз назад, то есть наклонив анатомический наклон таза назад, вы замечаете, что таз спереди как бы немножко поднимается вверх. И отсюда вы начинаете удлинять живот и, подталкивая животом нижние ребра, раскрывать грудную клетку. То есть вы работаете мышцами спины, работаете мышцами живота и мышцами груди для нахождения в этом положении. Расправлены плечи, плечи опущены вниз от ушей, и ладони лежат или на бедрах, или на коленях. Вот такая нейтральная поясница, живот в тонусе, вот такая сукхасана. Я буду постоянно вращаться на коврике, дабы вам показать асану в различных плоскостях и максимально доступно объяснить. Итак, сукхасана. Нейтральная поясница, в тонусе живот, раскрыта грудная клетка, плечи расправлены. Позвоночным столбом вытягиваемся вверх, как бы за макушку себя подвешивая. Прикройте глаза, расслабьте мимические мышцы лица и пройдитесь вниманием по своему телу. И там, где вы замечаете напряжение, постарайтесь это напряжение убрать. Мысленно обратитесь к себе. Обговорите с собой, зачем вы начинаете заниматься йогой. Дайте себе положительную установку. Я буду здоровым, у меня не будет болеть спина, у меня будут крепкие мышцы, подвижные суставы, здоровое сердце.
Наблюдайте за тем, как вы дышите. Мы дышим только через нос. Наблюдайте за потоком входящего и выходящего воздуха. Попробуйте немного растянуть вдох и немного удлинить выдох. Пронаблюдайте, как на это реагирует ваше тело. Как больше раскрывается грудная клетка со вдохом и сокращается с выдохом, опускаясь ребрами глубоко вниз. Следите, чтобы у вас при этом не заворачивались плечи к центру и не опускалась спина, и не смещалась голова вперед. Йога очень хорошо расширяет внимание, потому что там, где внимание, там и ум. И мы стараемся очень корректно, работая со своим телом, сохранять внимание в каждой части своего тела. Поэтому успокойте эмоции, приглушите лишние мысли, отпустите их сейчас. В данный момент они не имеют никакого значения, никакой важности. Наблюдайте за тем, как дышит ваше тело. Не старайтесь дышать сразу объемно, иначе будет приток крови и насыщение кислородом головного мозга. Это может привести к головокружению, к постоянной зевоте, и вам будет сложно сконцентрироваться. Поэтому относительно своего естественного дыхания начинайте чуть-чуть трансформировать вдох и выдох. Дышите со вдохом в грудную клетку, с выдохом из грудной клетки. Мы настраиваемся на работу с телом, дыханием и умом. И так вы будете дышать на протяжении всей практики. Пожалуйста, определите свой дыхательный режим и постоянно к нему возвращайтесь. И далее мы продолжаем суставной гимнастикой. Открывайте глаза. Со вдохом, расправляя плечи еще больше, сводя лопатки, вытолкните грудную клетку вперед, поднимая голову вверх. С выдохом провалитесь ребрами в живот, уроните голову слегка вниз. И дальше внимательно вдох, выталкивая правые ребра, выдох, выталкивая назад грудную клетку, выталкивая левые ребра. И вдох, выдох, по кругу работаем, вдох, выдох, вдох. Последнее движение вправо, выдох, вдох. И теперь влево, выдох. Я работаю лицом к вам, то есть зеркально, да? То есть я начинаю в свое лево, а вы начинаете в свое право. Угу. Еще два движения. Выдох. Выдох. И вдох. И закончили выдох. Далее руки через стороны поднимаем вверх, вдох. Вытягиваемся, выдох, руки через стороны опускаем вниз. Обратите внимание, когда мы поднимаем руки через стороны, руки идут не вперед, а четко в стороны, вдох. А вообще старайтесь их уводить как можно дальше назад, выдох. И при этом следите, чтобы поясница была нейтральной. Вдох, выдох. И последний раз вдох и выдох. Хорошо, закончим. Поставим стопы. Я разворачиваюсь в профиль, вы работаете в таком положении. Я беру кирпичи, вы берете те предметы, которые заменяют вам кирпичи, ставим стопы на ширину тазовых костей, самастхити. Смотрим внешние ребра стоп
параллельны друг дружке, да, то есть носки чуть-чуть заведены вовнутрь. Но при этом следите, чтобы колени не складывались, коленные суставы над голеностопными и под тазобедренными суставами находятся. Прижмитесь плотно-плотно всею стопою к земле. Почувствуйте, что вес у вас находится во всей стопе, не в пятке, не в подушечках пальцев, а во всей стопе. Оставьте пока колени согнутыми, потому что жесткая задняя поверхность бедра, возможно, не даст разогнуть ноги в коленях сразу. Или какое-то время это положение будет не совсем доступным. Поэтому мы пока поработаем вот в таком варианте с согнутыми ногами. Попробуйте свеситься туловищем, ноги согнуты, укладывая живот на бедра. Попробуйте расслабить мышцы спины, шеи. И если вам тяжело, вы можете опираться ладонями на пропсы. Голова тяжелая, расслабьте шею. И далее в этом положении попробуйте аккуратно разогнуть колено, но не прилагая усилия для разгиба коленного сустава, а понимая, что вы хотите удлинить заднюю линию ноги седалищной костью, на которой мы сидели, уходя вверх. С правой ноги попробуем со вдохом и согнуть с выдохом. Левая нога вдох и согнуть выдох. Правая нога вдох, согнуть выдох. Левая нога вдох, согнуть выдох. Обратите внимание, когда мы разгибаем ногу, не обязательно до конца, просто чуть-чуть можно разгибать. Вы не уходите весом в пятку, да? Вы оставляете вес над стопой. Хорошо, и последний раз сделаем разгиб колена правого и колена левого. Хорошо, закончим. Отсюда через круглую спину, прижимая подбородок к еремной выемке, со вдохом мы выходим в вертикальное положение стоя, вдох. И в самую последнюю очередь мы поднимаем голову, особенно если у вас есть проблемы с давлением. Если у вас повышенное давление, никогда не переходите из положения голова вниз в положение голова вверх сразу, моментально, только через прижатый, опущенный подбородок в еремную выемку. Если нужно несколько дыханий, вы удерживаете это положение и затем со вдохом поднимаете. Таз опущен немного крестцом вниз, ягодицы в очень легком тонусе, живот в тонусе, раскрыта грудная клетка, расправлены плечи. Это тадасана, поза горы. Со вдохом представьте, что вы отталкиваетесь стопами и как бы всем телом выталкиваетесь вверх. Вдох. Уттана тадасана. И выдох. Опустите руки через стороны. Давайте сделаем еще 3 раза. Вдох. Вытягиваемся. Следите, чтобы таз не наклонялся вперед. Выдох. И помните, что рука, поднимаясь через сторону, действительно уходит как бы немножко назад. Вдох. Выдох. И последний раз. Вдох. И выдох. Хорошо. Далее будем делать врикшасану, позу дерева. Мы стоим на правой ноге и поднимаем левую ногу. Это балансовая асана. Она, возможно, у вас сразу не получится, вам будет тяжело, поэтому берите легкий вариант. Усмиряйте, успокаивайте свой ум, который постоянно проводит сравнительный анализ с кем-то. Да? Не нужно ориентироваться на кого-то, ориентируйтесь только на себя, на свои возможности. Посмотрите, делаем перекат на полупальцы левой стопы, разворачиваем колено левое наружу и прижимаем левую стопу изнутри правой ноги. Вот такой облегченный вариант врикшасаны для начала. И затем вы можете, скользя стопою по ноге, подтягивать ее вверх. Главное, чтобы пальцы стопы смотрели в землю, а пятка смотрела в промежность. Очень важно, чтобы у вас при этом не наклонялся таз вперед. Да? Таз немного наклонен назад.
нейтральная поясница, в тонусе живот. И здесь также, смотрите, мы колено отводим от центра наружу, а таз, будем его называть правым, правый таз, тоже стараемся отвести от центра, чтобы он не уходил за согнутой ногой в сторону. И не болтаемся на правом тазобедренном суставе, не висим на правом тазобедренном суставе. Все мышцы включены в работу. Мышцы ног очень активные, мышцы таза активные, мышцы живота. Раскройте грудную клетку, соедините ладони, расправьте плечи и локти, уводя назад, как бы тяните вниз. Вытягивайтесь шеей из ключиц, а макушкой, как в тадасане, вытягивайтесь от стопы. И все это постоянно проделывайте внутри асаны, потому что асана, она живая, она внутри себя постоянно имеет движение. Внешне она статична, а внутри мы постоянно работаем. Хорошо. Развернем колено вперед, вдох-выдох и поменяем ноги. Встанем на левую ногу, подтягивая правую стопу на любую высоту. Помним, пятка в промежность, пальцы в землю, таз левый, правое колено от центра в разные стороны. Крестец вниз, живот в тонусе, грудная клетка раскрыта, ладони соединены. Анджали мудра. Врикшасана очень хорошо тонизирует мышцы ног, улучшает кровообращение в области таза. Это балансовая асана. Мозжечок контролирует положение тела в пространстве, поэтому балансовые асаны очень хорошо тренируют наш мозг, да, создают новые нейронные связи, если тем более до этого вы никогда не занимались йогой, вот такие положения будут как бы вам после практики, там, через некоторое время приносить такие приятные состояния. Хорошо. Здесь мы закончили, поставили стопы. И далее ставим стопы шире. Расстояние между стопами будет примерно метр, метр 10. У нас будет поза вытянутого треугольника, Удхита Триконасана. Мы начинаем вытяжение в правую сторону, закрываем носок стопы левой вовнутрь, а носок стопы правой разворачиваем четко наружу. И обратите внимание, пятки двух стоп стоят на одной линии. Пятки двух стоп на одной линии. Стопы как бы прижаты плотно к земле. Вы выталкиваете себя от земли вертикально вверх. Подтягиваете коленные чашечки, напрягаете бедра и ногами стараетесь развернуть таз снова вперед. При этом мы его опускаем немного назад, держим живот в тонусе, раскрываем грудную клетку. Вдох, потянемся вверх руками. Выдох, руки опустим параллельно земле, приопустим ключицы. Далее со вдохом мы вытягиваем правый бок, одновременно опуская правый таз вниз. Вдох. Левый таз задираем вверх. Вдох. Выдох. И со вдохом еще немного удлиняемся и укладываем ладонь на кирпичики. Обратите внимание, с непривычки, с неподготовки, возможно, будет тяжело коленному суставу, над которым расположен вес туловища. Поэтому вы можете чуть-чуть сгибать колено до тех пор, пока мышцы не укрепятся и не будут фиксировать сустав в нужном положении. Очень частая ошибка, когда хочется, опять же, хочется непосредственно уму, не телу. Хочется опуститься очень глубоко. И человек начинает опускаться очень глубоко, деформируя асану. Таз уходит назад, туловище вываливается вперед. Вот это абсолютно неправильное положение, это ошибка, тем более, если это выглядит так. Да? В Удхита Триконасане мы вытягиваем позвоночный столб, тонизируются внутренние органы, которые расположены с правой, с левой стороны тела. Поэтому, когда вы начинаете
ваше тело начинает вас затягивать в то или иное положение, теряется смысловая нагрузка асаны. А мы договаривались о том, что мы будем заниматься с пользой. Поэтому, используя либо кирпич, либо стул, вы можете здесь себе поставить. Выбрали для себя удобный наклон в вытяжении, позвоночный столб вытянут. Проверили, что таз не наклоняется очень сильно вперед, там есть незначительный прогиб в пояснице, живот в тонусе. Руку левую можно вытянуть вверх. Удхита триконасана, поза вытянутого треугольника. Обратите внимание, ключицы не подтягиваются к ушам, шея остается длинной, и если она устает, мы поворачиваем голову и смотрим на большой палец правой стопы. Как мы выходим? Мы делаем вдох, опускаем руку, выдох, сгибаем колено и, отталкиваясь, поднимаемся. Вдох, носок вперед, выдох, переносим оборудование в другую сторону. Расстояние между стопами 1,10 м, 1,20 м, если у вас длинные ноги, 1,20 м. Носок стопы правой заведен вовнутрь, носок стопы левой развернем наружу. Стопами прижимаясь, подтянем колени, напряжем бедра, ногами развернем таз вперед, крестец опустим вниз, раскроем грудную клетку. Руки через стороны вытянемся, вдох, выдох, руки параллельно земле. И со вдохом начинаем растягивать левый бок, работая очень хорошо тазом. Вдох, опуская левый таз вниз, задирая правый таз вверх. Выдох. И еще удлиняемся, вдох. И кладем ладонь на оборудование. Выдох. Кладем ладонь для того, чтобы вес, смещенный над согнутой ногой, немного разгрузить, компенсировать вот эту нагрузку, чтобы освободить от нагрузки колено. И вытягиваем руку вверх. Также можно встретить, когда триконасану выполняют, укладывают ладонь на голень. Да, конечно, этот вариант тоже допустим, но вы должны понимать, что тогда вы работаете, держите себя мышцами спины, мышцами живота, мышцами всего корпуса вы себя держите. То есть вот я подняла руку, и мое положение не изменилось. То есть когда вы начинаете давить весом своего туловища на ногу, это уже немного некорректная работа. Потому что здесь и так достаточно веса, а тем более, если человек не совсем подготовленный, то это может привести к микротравме, постоянно накапливающейся микротравме. Хорошо. Помним, что голову можно повернуть, если устают мышцы шеи. С выдохом опустим руку правую, с выдохом согнем колено левое и оттолкнемся, вдох, и выйдем, выдох. Развернем носок стопы вперед, собираем стопы по коврику. Далее ваджрасана, алмазная поза. Берете, что у вас вместо кирпичей, одеяла, укладываете голени параллельно друг дружке. Посмотрите, стопы лежат четко на подъемах, бедра параллельно друг дружке. Между стопами кладете себе сколько нужно высоты и садитесь. С вашего позволения один кирпич уберу. Вот такая ваджрасана. Ваджрасана, алмазная поза. Здесь у нас идет вытяжение передней поверхности ноги. После асан стоя мы используем ее как позу для отдыха. Тонизируем, опять же, мышцы ног. И если вдруг дыхание в предыдущей асане участилось, то здесь мы стараемся перевести дыхание, разгрузить себя немного и отдохнуть. Ну и чтобы отдыхать еще с большей пользой, со вдохом потянемся вверх, переплетем пальцы рук, выдох, вывернем ладони вверх,
со вдохом. И с выдохом выполним скручивание вправо. Выдох. Вернемся в вдох. И с выдохом выполним скручивание влево. Вернемся в вдох. И еще раз на выдохе скручивание вправо. Вдох. И еще раз скручивание влево. Хорошо. Развернем замок, уведем руки за спину, переплетем пальцы. Снова в замок, постараемся запястья оставить ближе друг к дружке. Разворачиваем плечи и выталкиваем лопатками грудную клетку. Здесь наклоняя таз вперед, прогибаясь. Вдох. И дышим в грудную клетку. Выдох. Вдох и выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Разомкнули замок и нейтральное положение. Из ваджрасаны, здесь нам уже не понадобятся никакие пропсы, мы идем в Ардха-бхуджангасану. Это половинчатая поза кобры. Укладываемся полностью всем телом на коврик. И вот смотрите, мы легли тазом, поднимите одну ногу от коврика и как бы почувствуйте, что вы вытягиваете из таза ногу назад. Раз, вдох-выдох, и вторая нога, вдох-выдох. Таз прижат. Теперь ладони под плечи, локти вперед, прижат таз, лобковую кость вдавливаете в коврик и со вдохом удлините живот из таза. Вдох. И вот реберная дуга, покажу на себе, реберная дуга, вот она, да? Вот реберная дуга должна лежать на земле. То есть вы прижимаетесь лобковой костью, удлиняете живот, делаете максимально нейтральной поясницу и реберной дугой лежите на коврике. Для того, чтобы здесь максимально обезопасить поясницу и выполнить прогиб в грудном отделе позвоночного столба. Вдох, выдох. И вот вы выбрали свою высоту грудной клетки и положили предплечье. Дальше можно класть предплечье ближе, так, чтобы реберная дуга лежала. И здесь работайте также тазом, в тонус вводите ягодичные мышцы и немного наклоняйте таз назад, чтобы лобковой костью плотнее прижиматься и больше удлиняться животом из таза, дальше переставлять ребра. Представьте, что вы прижимаетесь постоянно предплечьями и как бы подгребаете под себя коврик. Как бы стараетесь скользить по коврику. Плечи расправлены, лопатки сводим, лопатками выталкиваем грудную клетку. Это половинчатая поза кобры. Ардха-бхуджангасана. Чувствуете вытяжение через всю переднюю линию тела. В данной асане мы корректно формируем прогиб в грудном отделе позвоночного столба. Мы лежим на животе, увеличивая как бы кровообращение в органах, расположенных в брюшной полости, расположенных в области малого таза. Асана очень хороша, если есть менструальные боли, если есть проблемы с мочеполовой сферой и проблемы с пищеварением. То есть эта асана тонизирует мочеполовую сферу и внутренние органы, расположенные в области живота. Дышите в грудную клетку, постоянно удлиняясь. Помните, что плечи назад и вниз от ушей. Выходим из Ардха-бхуджангасаны, с выдохом опускаетесь вниз и, отталкиваясь ладонями от пола, вдох, поднимаете туловище, тазом садитесь на стопы, как мы только что сидели, только с кирпичами. Возможно, он у вас до конца не опустится. И вытягиваясь животом по бедрам, остаемся. Шашанкасана. Этой асаной мы компенсируем поясничный и грудной прогибы. Уроните голову вниз. У кого голова не падает, то есть таз вот может быть приподнят, да, если у вас есть лишний вес. То есть вот вы можете использовать вот такие положения. Опять же, у вас здесь одеяло, может быть, подушки.
Также вариация позы для отдыха, можно коленями шире. Вот здесь можно себе подложить там большое количество подушек, вот так отдохнуть. Так. Угу. Хорошо, здесь мы отдохнули и переходим в положение лежа на спине. Меняем расположение тела на коврике, берем себя под колени и, опрокидывая таз назад, раскладываемся позвоночным столбом, укладывая крестец, затем поясницу, затем поясничные позвонки ладони на затылок, позвонки грудные, шейные. И здесь Павана Муктасана, газовая поза, полезная для дефекации. Если, опять же, есть такая тенденция к запорам, очень хорошая асана для желудочно-кишечного тракта, для пищеварительной системы. Прижимаете бедра к животу. И далее мы попробуем чуть-чуть увести ноги за голову. Если вот вы руки вытягиваете и понимаете, что вам очень тяжело поднять таз, можно поставить стопы, подложить себе подушку, да, и вот в таком положении, только держитесь, чтобы не выскользнуло, вот остаться в таком положении, это будет перевернутая асана, очень облегченная, то есть у нас ноги и таз выше головы. Здесь у нас приток крови к головному мозгу. Здесь у нас разгружается сердце. Если, опять же, есть у вас проблемы с давлением, не нужно ноги уводить сильно далеко и таз забрасывать, чтобы было время телу адаптироваться, организму адаптироваться к вот таким положениям. Если есть гипертония, да, чтобы включить этот парасимпатический тормоз, когда тело адаптируется и сосуды как бы восстанавливают тонус. Хорошо, вот такая у нас Супта Пасчиматанасана. Здесь убираете оборудование и возвращаете себя обратно. Бедра на живот, руки в стороны, с выдохом обе ноги вправо, с выдохом голова влево, левое ухо в землю, правое ухо в потолок. Вернуть голову, вдох-выдох, бедра подтянуть к животу, вдох, увести ноги в другую сторону, правая лопатка прижата, голову повернуть вправо, нейтральное положение головы, нейтральное положение туловища, поставить одну, другую стопы и от прижатой поясницы разогнуть одну, другую ногу. Руки вытянуть вдоль тела, развернуть ладони вверх, приподнять чуть-чуть подбородок и сделать длинный-длинный вдох. И с выдохом сделать длинный-длинный выдох, выдохнуть все напряжение. Физическое, эмоциональное напряжение. И постараться вот в этом состоянии покоя остаться на некоторое время, расслабиться всем телом, полностью и целиком, расслабить все мышцы, которые мы понимаем, чувствуем, расслабиться в каждом суставе, который понимаем, чувствуем. И чем больше мы расслабляемся, тем более легче, незаметней становится дыхание. Это шавасана.
или мритасана, у нее другое название. Поза трупа, поза мертвеца, поза полного расслабления. Сгибая ноги в коленях, переворачиваясь на правый бок, приподнимаясь не спеша с опущенной головою вниз, мы выходим в позу сидя с перекрещенными ногами, в позу, с которой начинали занятия. На следующем уроке мы выполним шавасану в более продолжительном варианте, или вы можете ее найти у нас на сайте и добавить ее к этому уроку, или отдельно попрактиковать. В завершении урока мы соединяем ладони в намасте и мысленно, искренне благодарим себя и свое тело за работу. Слегка склоним голову в знак искренней благодарности себе и своему телу. А я благодарю вас. Занимайтесь йогой с нашим каналом и будьте здоровы.